в Донецке как выучилась в училище на Абакумова. И это самое. И вот это с этих пор, с 75-го года, я уже живу здесь, в Лимане. Все время я работала здесь в ателье, шила в городе, работала по всем точкам, куда посылала нас власть. Я организовала дома швейный цех, люди довольные. Заказчиков у нас много, постоянные клиенты. И сейчас во время вот этих военных действий, конечно, все, что у нас вроде как хоть немножко уцелело. Крыша стоит, подремонтировали, сын здесь со мной. Родня моя в основном Горловка, Донецк. А как для вас началась вот русская весна, вот эти события 2014 года? Тяжело. И 2014 год мы переживали тяжело, потому что мы тогда ходили на референдум, думали, чтобы оно было вместе, вроде как и в Украине, но вместе, чтобы было все хорошо. Хотелось так, как Крым. В Крыму тоже родственники живут, родня, родный брат живет. Было дружно, я же говорю, людей ходило много. На референдум людей и шло много очень. Все были довольные. Ну, как говорят, что вроде как под автоматами ходили, никого такого не гнали. Все бабушки, у нас на улице жила бабушка 100-летняя, она свои 100 лет и шла туда с душой. А сейчас у нас на улице, вот это, которые люди пооставались уже за 80 лет, которые пережили ту Отечественную войну, и сейчас оставались, они в шоке, что стреляют по нас. Украина стреляет по нас. Это вообще, это кто выехал оттуда, они ж не верят, вообще не верят, что такое может быть, это, говорит, Россия. Мы говорим, надо было оставаться здесь для того, чтобы видеть это все своими глазами. Как самолет летит оттуда с Карачуна, это ж стреляли тогда, и прям через нас летели эти все снаряды, все мы это видели, все переживали. А что случилось, когда Лиман тогда перешел под власть Украины? В общем, все было запрещено, вся эта политика, разговоры, чтобы меньше было разговоров. Детей все попереводили на украинские школы, на украинский язык. Мы только что все разговаривали на украинской мове. И документация вся, это писанина, вся, потому что я еще уличная была, все это писать, нужно было все переходить на украинскую мову. Так и думали, что со смены Зеленский, если придет к власти, что-то изменится, потому что обещал много. Но потом уже у нас во всех здесь мнения изменились. Те, кто здесь пооставался, вообще все против этого, конечно. Все даже не думали, в общем, не было у нас надежды уже потом, что что-то уже изменится. Потому что там руководит не Зеленский, там руководит Америка, мы уже это увидели. Я под снарядом попала. У меня это самое, осколки здесь были в крови. Как раз поехала 24 мая, как раз доехали сюда. Армия российская. А Украина бомбила, а я ж поехала до своих, чтобы они не выходили, были внимательно, осторожны свои бабушки, дедушки, которые люди. И на углу там как раз снаряд упал, Украина стреляла, и меня землей накрыло. Поставались шишки на голове, здесь как раз у соседки был подвал, то как раз они прошли, меня спасали там еще. Я, во-первых, не собиралась отсюда никуда выезжать. Все, я же говорю, что на своей земле мы здесь выросли, все здесь растили, все делали своими руками. Я же говорю, что... И теперь, как посмотришь, что у нас здесь вот это наделали, мы в шоке. Вот это как выехала я буквально через 2 месяца, все время были в подвале, через 2 месяца только выехала в город посмотреть, где что делается, потому что невыносимо. Все время ко мне старался сын на велосипеде быстренько приехать, а мы со своей бабушками, у меня здесь 3 бабушки, которые в одной дом разбили, в другой тоже кушать им разносила. У кого нет печи, кто не мог готовить. Там у кого жена с мужем живут вместе, они как-то вдвоем, 2 пары только у нас на улице, а остальные все одинокие. А для чего вы это делаете? Порыв души, душа, сознание. Сложно ли помогать людям? Ну, если от души, не сложно. Пока у меня силы как-то есть, помогаю, езжу. Да. Тебе Марина звонила? Ты Зое звонила? Да.
хата как? Живая? Живая, стекол нет, но хата жива, крыша есть, да. Ну, уже Сергей отремонтировал и крышу, да, подремонтировал. Ну, Хорошо, да. все, мы не голодные, да, я еще тут помогаю всем бабушкам, так что это же самое. Пока еще все есть.